Если прямо сейчас ты чувствуешь одиночество от своего роста, это не значит, что ты потерпел неудачу. Это значит, что пришло нечто необратимое. Я не говорю о моменте прорыва. Я не имею в виду тот день, когда ты, наконец, выставил жесткие границы, или день, когда разорвал порочный круг, или перестал играть роль для других. Эти моменты громкие, в них есть адреналин. Они ощущаются как победа. Я говорю о неделях после, о месяцах после, когда адреналин уходит, когда пыль оседает, и ты оглядываешься на свою жизнь, эту новую, здоровую жизнь с границами, за которую ты так долго боролся, и она кажется пустой. Она ощущается холодной. И поскольку нам продают этот очень специфический глянцевый образ того, как выглядит рост, солнечный свет, общность, легкость, смех, мы предполагаем, что холод означает, что мы что-то сломали. Ты сидишь в своей тихой квартире или в машине и думаешь: я проделал работу, я исправил сценарий. Почему я чувствую себя более одиноким, чем когда я был в полном хаосе? Это тот вопрос, который обычно заставляет людей повернуть назад. Они чувствуют холод роста, принимают его за ошибку, бегут обратно в тепло, дисфункция, потому что в дисфункции, по крайней мере, было людно. Там, по крайней мере, было шумно. Я хочу посидеть с тобой в этом холоде минуту. Я не собираюсь пытаться это как-то исправить, и я не буду тебе лгать, говоря, что завтра станет лучше. Я просто хочу посмотреть на это, потому что, мне кажется, мы фундаментально неправильно понимаем саму суть обретения себя. Мы относимся к росту как к сложению. Мы думаем, что добавляем что-то, добавляем уверенность, добавляем самоуважение, добавляем лучшие привычки. Но если действительно прислушаться к тому, что происходит в теле, это не ощущается как сложение. Это ощущается как высекание скульптуры, ощущение, будто что-то убирают. Вспомни последний раз, когда брал в руки телефон, чтобы исправить недопонимание. Ты видишь сообщение, у него тот самый тон, который намекает, что ты сложный человек, который тихо умоляет об извинении. Старый ты уже печатает ответ, ты составил целый абзац, ты был чрезмерно объяснял свои намерения, сглаживал углы, убеждаясь, что тебя видят хорошим. Рефлекс здесь, он жжет горло, отчаянная потребность перекинуть мост через пропасть, но в этот раз твои руки останавливаются. Ты смотришь на экран, ты видишь крючок, и ты просто не клюешь. Ты удаляешь черновик, ты кладешь телефон экрана вниз на стол. И ты сидишь в своей гостиной, слушая тиканье часов, позволяя им ошибаться на твой счет. Ты позволяешь тишине сделать работу. В этой комнате есть особая скорбь. Это осознание того, что твоя совместимость с этими людьми держалась на твоей чрезмерной отдаче, что отношения работали, потому что ты всегда был тем, кто их чинил. И теперь, когда ты стал твердым, механика больше не работает. Об этой части никто не предупреждает. Ясность – это изолятор. Когда ты начинаешь видеть вещи ясно, когда перестаешь заглушать свои чувства относительно динамики вокруг, ты теряешь способность участвовать в спектаклях, которые разыгрывают другие люди. Ты наблюдаешь за манипуляцией и просто видишь ее. Ты видишь провокации, уклонения, тонкие подколки, и все это в высоком разрешении. И трагедия в том, что ты не можешь это развидеть, ты не можешь снова заснуть.
Ты единственный трезвый человек в пьяной комнате. И это очень одинокое место. Это заставляет тебя сомневаться в собственной реальности. Ты начинаешь думать: может, я просто стал критичным, может, я осуждаю, может, проблема во мне, может, я просто высокомерен. Твоя нервная система попытается обмануть тебя. Она будет кричать, что безопасность в уступчивости. Она скажет, что если ты просто смягчишься, если просто пропустишь это мимо ушей, связь вернется, и ты прав, вернется. Ты можешь вернуть эту связь прямо сейчас, она совсем рядом. Но цена – это ты. Цена – это возвращение к той версии себя, которую ты уже похоронил. И я думаю, причина, по которой это ощущается так тяжело, почему это похоже на горе, в том, что мы теряем не просто людей, мы теряем надежду на то, что сможем их взять с собой. У нас у всех есть тайные фантазии. Если мы просто объясним свой рост достаточно хорошо, если покажем идеальный пример, люди, которых мы любим, тоже проснутся, что они увидят наши границы и скажут: «Вау, мне тоже стоит так сделать». Но рост не заразен так быстро, как бы мы этого хотели. Часто твой рост ощущается как оскорбление для людей, которые твердо решили остаться прежними. Твоя устойчивость делает их нестабильность очевидной. Твоя тишина делает их шум громким. Поэтому они отстраняются, или цепляют тебя, или просто исчезают, и ты остаешься стоять в дверях этой новой жизни, сжимая ключи и понимая: построить дом значит жить в нем. И иногда жить в нем – это значит запереть дверь. Раньше я думала, что найти себя – это значит найти свое племя, что как только я стану настоящей, правильные люди волшебным образом появятся вокруг меня. И со временем они появляются, но есть разрыв, существует пугающий, тихий разрыв между отношениями, которые ты перерос, и отношениями, которые ты еще не нашел. И через этот разрыв нужно пройти в одиночку. Тебе нужно высидеть эти пустые субботние вечера. Тебе нужно смотреть на телефон и понимать, что никто не звонит. Потому что люди, которые звонили раньше, они звонили человеку, которого больше не существует. В этот момент ты понимаешь, что ясный взгляд не дается бесплатно. Он избавляет от необходимости объясняться. А когда ты перестанешь объясняться, первое, что ты слышишь, это эхо собственного одиночества. Это страшно. Но я учусь тому, что также единственный способ построить что-то долговечно, если ты строишь жизнь на фундаменте быть приятным, быть удобным или сохранять мир, ты строишь палатку, она хлипкая, она дрожит на ветру, любой может войти, но если ты строишь жизнь на правде, на том, что ты на самом деле чувствуешь, что тебе на самом деле нужно, ты заливаешь бетон, ты строишь структуру, а структуры тяжелые. У структур есть стены, у структуры есть двери, которые запираются. Одиночество, которое ты чувствуешь сейчас, это не знак того, что ты свернул не туда. Это тяжесть бетона, это ощущение того, что у твоей жизни наконец-то появляется центр тяжести, который не зависит от чужого настроения. Так что если сейчас тебе холодно, если ты скорбишь по людям, которые все еще живы, если ты чувствуешь себя оголенным, уязвимым, одиноким, не беги, не заполняй пространство, не извиняйся за стены.
Эта тишина не наказание. Это звук двери, запирающейся за твоей стеной. Потому что правда в том, что ты не можешь вернуться. Ты можешь попытаться. Ты можешь попытаться втиснуться обратно в старую жизнь. Ты можешь притвориться, что не изменился. Но это больше не будет ощущаться как безопасность. Это будет ощущаться просто как клетка. И эта клетка, она будет причинять гораздо больше боли, чем когда-либо сможет эта тишина. Ты знаешь слишком много теперь. Ты пересек черту. Теперь тебе жить здесь. Но послушай, ты не единственный, кто строит дом здесь, снаружи. Разрыв кажется пустым, но на самом деле это фильтр. Единственные люди, которые могут дотянуться до тебя теперь, это те, кто прошел ту же дистанцию, это ты. Это те, кто тоже покинул палатку. Ты никогда не встретишь их там в шуме. Ты найдешь их только здесь, в тишине. Продолжай строить. Может быть, кто-то придет, может и нет. В любом случае, назад дороги нет.